В столовой гремел привычный хаос, звон посуды, смех, крики. На этом фоне новенькая девушка выглядела особенно чужой. С подносом в руках она старалась пройти к свободному столу, не встречаясь ни с кем взглядом. Но в углу ее уже заметила компания хулиганов. «Глянь, новенькая», — ухмыльнулся высокий жилистый парень. «Проверим, кто она». Он перекрыл ей путь. Девушка попыталась обойти, но тот выставил руку. Поднос качнулся, сок пролился. Второй специально толкнул ее плечом, смех разнесся по залу. Остальные ученики замерли. Связываться с этой компанией никто не хотел. Девушка поставила поднос на стол, выпрямилась и впервые посмотрела прямо в глаза обидчикам. В ее взгляде было столько холодной уверенности, что у некоторых мелькнула тень сомнения. Но лидер ухмыльнулся шире. «Чего встала? Давай двигайся». Он не успел договорить. Ее рука взлетела молнией, и в следующее мгновение он оказался на полу. Второй схватил ее за запястье и тут же рухнул на колени, вскрикнув от боли. Столовая ахнула. Попытки окружить ее обернулись позором. Один отлетел к стене, другой облил себя супом, третий согнулся пополам от удара. Она двигалась легко и точно, словно все это было тренировкой. Через минуту хулиганы валялись на полу, стонали и держались за ушибы. Девушка спокойно подняла поднос, села за ближайший стол и стала есть, будто ничего не произошло. В зале стояла тишина, слышалось только тяжелое дыхание поверженных. Двери резко распахнулись. Вошел директор, а за ним высокий военный в форме. Его шаги и холодный взгляд мгновенно заставили всех замолчать. Хулиганы судорожно поднялись, но выглядели жалко, в супе и с синяками. Военный осматривал зал, пока его взгляд не остановился на девушке. Она сидела спокойно, будто ждала. Он подошел и положил ей руку на плечо. «Молодец, миссия пройдена», — произнес он. Зал ахнул. «Миссия?» — шепотом повторяли ученики. Девушка встала. Ее осанка была прямой, движения уверенными, как у солдата. Директор растерянно пробормотал. «Простите, полковник, но кто она?» «Это моя дочь», — твердо сказал военный. «Она проходит специальную программу подготовки. Все, что вы видели, было частью проверки». Слова обрушились на зал сильнее любого удара. Шепот, нервный смех, шок. Хулиганы опустили головы, осознав, что стали лишь мишенями. А девушка вновь села, спокойно взяла ложку и продолжила есть. Для нее это было упражнение. Для остальных — событие, которое запомнится на всю жизнь.